Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой интересный, очень простой, на первый взгляд, но весьма элегантно выглядящий джемпер с ажурной каймой. Нашла на просторах интернета фотографию, и там была приложена схема. И решила, что надо создать мастер-класс по вязанию этого джемпера. И, как всегда, в нашем мастер-классе будет все для того, чтобы вы смогли его связать. То есть от выбора пряжи и спиц до сложных наших, вернее, даже простых, скажем так, расчетов и попетельного описания, которое я всегда выкладываю под видео. Итак, мои хорошие, начинаем. Всем, кому интересно, остаемся и смотрим. Выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я взяла пряжу Alize Superlana Classic. Это 25% шерсти и 75% акрила. 100 грамм у нас 280 метров. Турецкая пряжа, мягкая, хорошего качества, очень подходит для вязания вот таких плечевых изделий. Мягкая, и главное ее качество, она не колется совершенно, да, то есть ее можно носить на тело. Так, ну и вот так выглядит наша с вами кайма, которую мы будем ажурно вязать, ну и большая часть лицевая гладь. Но в сочетании дается, получается вот такой божественный эффект, я бы так сказала, очень стильно и элегантно получается, девочки, когда лицевая гладь и немного вот такого какого-то дизайнерского оформления, да, ажурного. Красиво смотрится, согласитесь. Здесь у меня, значит, связано 1,5 раппорта ажурного узора в высоту. Я предлагаю для большего размера сделать высоту 2 раппорта по низу изделия, чтобы более эффектно смотрелось. А по рукаву вообще еще больше на свое усмотрение можете сделать. Много я уже отступлений говорю. Давайте сейчас сами рассмотрим схему ажурного узора. Схема узора выглядит вот таким образом. Это ажурная кайма наша. Ажурная кайма имеет раппорт 12 петель и 12 рядов в высоту. Вяжется довольно просто, и мы сегодня с вами свяжем этот образец. Теперь показываю выкройку. Выкроечка. Подобрала вот такую выкроечку. И у нас здесь будет с вами использоваться, получается, 6 даже размеров. То есть описание будет составлено для 3 вариантов размеров. Да? Первый размерчик 42-44, второй 46-48 и третий размерчик будет у нас уже на 52-54. Так, и вот такое попетельное описание я вам всегда предоставляю под видео. Про пряжу мы с вами уже поговорили. Расход общий приблизительно на маленький размер 450, на большой, думаю, что и 600 хватит. Так, спицы 3,5, соответственно, и еще круговые спицы, я здесь написала, тоже понадобится. Плотность определяем в процессе вязания, и все вот это попетельное описание очень подробно разбираем после того, как свяжем образец. Почему именно такое количество петель мы набираем, я тоже там все это, девочки, буду вам рассказывать. Поэтому сейчас я вот вам просто пролистаю, и все. Горловиночку будем обвязывать резиночкой 1 на 1. Всего 2 рядочка в высоту достаточно будет. Очень такая она узенькая у нас на моделечке. Так, ну, собственно, все остальное смотрим видео, и там все будет подробнейшим образом рассмотрено.
как расположить узор, как воспользоваться плотностью, что такая вертикальная плотность, девочки. Все это будет во второй половине видео, скажем так, после того, как мы с вами свяжем попетельный образец. Итак, начинаем вязать. Смотрите, у нас, значит, два раппорта будут по центру идти друг за другом, да, чередуясь, и один раппорт у нас будет разделен. 4 петли у нас будет перед раппортом, 9 петель за раппортом. Обращаю ваше внимание, вместо 3 вместе лицевой у нас будут 2 вместе по краям, видите, использоваться. Так, и начинаем вязать первый ряд. Я уже набрала. Итак, сейчас, наверное, плохо видно на светлом. Давайте я сейчас положу другую основу. Первую кромочную сняли и сразу раппортную вяжем. Первая лицевая, накид, 2 лицевые. Это 4 петли перед раппортом. Теперь целый раппорт вяжем. 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые, накид, лицевая, накид и 2 лицевые. Связали один раппорт. Вяжем второй раппорт следом. 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, накид, лицевая, накид и 2 лицевые. Второй раппорт связали. И 9 петель за раппортом вяжем 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше идут 4 лицевые, накид, лицевая и кромочная. Кромочной вяжем изнаночной. Связали. Все изнаночные ряды мы будем вязать, как смотрят петли, накиды провязываются изнаночными. Вяжем с вами третий ряд. 4 петли перед раппортом. Вяжем 2 лицевые, накид, лицевая. И дальше идет раппорт. Вяжем 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, опять 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая. Связали, да? Второй раппорт вяжем 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, опять 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 лицевые, накид и лицевая. Второй раппорт связали. Третий раппорт будет у нас 9 петель за раппортом, то есть он не целый, да? Вяжем 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 5-й ряд, он у нас будет немножко отличаться от всех других. Смотрите, 4 петли вяжем перед раппортом, да? Кромочную сняли, 3 лицевые и накид. Начинаем вязать раппорт. Вот смотрите, сейчас у нас 5 петель, да, и мы будем с ними по-особому обращаться. Вяжем в начале 2 лицевые, 3 вместе лицевой и 2 лицевые. Так, вот эти 5 петель будем сейчас с вами обматывать. Вот так ниточку я перед раппортом, перед полотном нашим, перед работой вытягиваю, оставляю ее, 5 петелек на левую спицу переснимаю, и эти 5 петелек будем сейчас с вами обматывать. Смотрите, вот так делать будем. Раз, обмотали, да, 5 петелек, сняли на
правую спицу, вернули, опять нить перед работой. Вернули на левую спицу 5 петелек, третий раз обматываем, второй раз обматываем, то есть 3 раза будем всего обматывать, девочки. Вернули, да, опять нить также перемещаем перед работой, возвращаем на левую спицу, третий раз обматываем. Все, 3 раза обмотали, вернули на правую спицу наши 5 петель, продолжаем вязать. Делаем накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид. Связали один раппорт, второй также продолжаем, да, вяжем, вначале вяжем 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. И эти 5 петель, которые провязали, обматываем. Нить перед работой, возвращаем на левую спицу 5 петель, обматываем их. Теперь мы их возвращаем на правую спицу, снова нить перед работой, на левую переснимаю, обматываем, возвращаем на правую, нить перед работой, возвращаем на левую, обматываем третий раз и возвращаем на правую спицу. Далее вяжем. Обмотали, да, и продолжаем вязать. Накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид. Связали второй раппорт. Вяжем с вами третий раппорт, то есть это 9 петель у нас. Также вяжем 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. И будем обматывать молча. Буду показывать. Так. Все, третий раз обмотали, вернули на правую спицу. Делаем опять накид и довязываем третий раппорт, как 3 лицевые, кромочная, изнаночная. Все. В изнаночном ряду, там, где мы с вами делали вот эти 5 петель, обматывали, обязательно их провязывайте так же, как они у нас здесь были. Ну, то есть все 5 изнаночными. Вяжем с вами 7-й ряд. Начинаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Но я бабушкины петельки вяжу, поэтому у меня петельки просто местами, да. То есть первая у меня за работой, вторая поверх нее вот так накидывается и вяжу 2 вместе лицевой. Далее 3 лицевые, 1, 2, 3, так. И вяжем раппорт узора. Лицевая, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. Связали один раппорт, вяжем второй раппорт. Лицевая, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. И 9 петель за раппортом, то есть это наш третий раппорт, половиночка его. Лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочно вяжем изнаночной. 4 петли перед раппортом, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, как я уже показывала, вяжем 2 вместе лицевой. Так, 3 лицевые, 1, 2, 3. И вяжем сам раппорт. Делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, снова накид, 3 лицевые, 1, 2, 3,
3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. Первый раппорт связали, вяжем также второй раппорт. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. Второй раппорт связали. Сейчас у нас будет третий раппорт. Ну, то есть, вернее, 9 петель третьего раппорта. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Снова накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. Связали. 10 ряд вяжем изнаночными петельками. У нас с вами 11 ряд. Вяжем 4 петли перед раппортом, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. И далее вяжем с вами раппорт узора. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 лицевые, 1, 2, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 1, 2. И теперь вот эти вот 5 петелек мы будем также обматывать, как и раньше делали. То есть нить перед работой, 5 петелек на левую спицу возвращаем, накид не скидываем, аккуратнее, здесь накид. Так, ниточка у нас вот так обматывается вокруг 5 петелек, да? Переснимаем их на правую спицу, ниточка обматывается перед работой. Наши петельки 5 возвращаются на левую спицу, обматываем, снова возвращаем, нить перед работой и третий раз обматываем, возвращаем на правую спицу. Далее вяжем накид. Это был первый раппорт. Второй раппорт таким же образом вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево и обмат, и 2 лицевые. И будем сейчас эти 5 петель обматывать. Нить перед работой, 5 петель на левую спицу перебрасываем, накид аккуратно с ним, да? Так, обмотали, снова возвращаем, снова нить перед работой, возвращаем, обматываем, снова возвращаем, нить перед работой и третий раз обматываем. Связали, 5 петель вернули на правую спицу, продолжаем вязать, вяжем в раппорте, еще один накид остался. И следующий третий раппорт, 9 петель у нас в нем всего и 5 лицевыми. Он начинается 5 лицевых, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. 12 ряд будем вязать, как смотрят петли. Теперь хочу сказать, девочки, что по моему мнению, значит, у модели связано еще 6 рядов узора, и на этом узор заканчивается, начинается лицевая гладь. У модели маленький размер. Если у вас размер будет побольше, да, то есть больше там, скажем, уже 48, 50 и выше, да, я рекомендую вам сделать 2 раппорта. То есть целых 2 раппорта. Это красивая декоративная кайма, будет очень хорошо смотреться. Думаю, что на большом размере 2 раппорта надо вязать, а на маленьком, значит, 1 раппорт и 6 раппортов, 1 раппорт и 6 рядов, то есть не целый раппорт второй делать, а только 6 рядов от него. Но это мое личное мнение. Я сейчас точно постараюсь сделать, скопировать с модели, да, то есть я свяжу сейчас еще 6 рядов ажурным узором и перейду на лицевую гладь, чтобы посмотреть, как это будет, ну, показать на образце вам также, да. Потом
при измерении плотности нам, конечно же, понадобится лицевая гладь в первую очередь, поскольку весь джемпер связан лицевой гладью. Поэтому лицевую гладь мы тоже будем вязать с вами. Ну, вы, конечно же, самостоятельно ее свяжете, ведь в лицевой глади ничего показывать не надо. Согласны со мной? Поэтому давайте, чтобы довести до ума наш образец, самостоятельно вяжите еще 6 рядов, начиная с 1 по 6 ряд по схеме, да, и затем переходите несколько сантиметров, свяжете лицевой глади. И затем мы с вами встретимся снова для того, чтобы сделать влажно-тепловую обработку образца и посчитать плотность. Делаем влажную тепловую обработку. Вот так горячим паром. И давайте потянем наш образец в разные стороны. Тщательно вот так его потянем. Так. Потянули. Он сейчас распаренный и очень податливый. Такой. На краечек. На край тоже обращаем внимание. Край желательно тоже тщательно отпарить. Так. Все, теперь надо оставить эту красоту сохнуть. Прикладываем линеечку и измеряем ширину нашего образца. Ну, для нас важно будет измерить лицевую гладь. Я смотрю, что, собственно, и кайма, и лицевая гладь у нас имеют одинаковую ширину, никакой особой разницы я не вижу, да? И меряем с вами ширину нашего образца. И у меня вот 20 сантиметров, да? У нас 38 было набрано петель. Образец 38 на 20 сантиметров. Вот у меня получилась циферка 1,9, да? То есть запишем, в 1 сантиметре у нас умещается 1,9 петель. Дальше у нас надо померить высоту образца. Ну, я думаю, что здесь что узор, что лицевая гладь тоже одинаковая будет плотность. У нас край неровный, да, край неровный, но мы его выровняем и померяем. Так, 13 у меня получится, так, 12,5, но здесь будет 13. Давайте 13 сантиметров у нас получилось, и ряды сейчас посчитаю я. 26 рядов я посчитала у меня вместе с лицевой гладью, так, и мы 26 рядов поделим на 13 сантиметров, получится тоже 2. То есть я пишу, что в 1 сантиметре плотность у нас по вертикали 2 ряда. Все, сейчас по выкройке будем составлять индивидуальное описание. Итак, у нас с вами важная часть, это расчетная, да, которая всегда является основополагающей при вязании любого изделия. Смотрите, вот такая выкройка составлена, я вот здесь написала, на размер 42-44, 46-48 и 52-54. Исходила из плотности девочки, ширины переда и спинки, и, соответственно, исходила из того, чтобы раппорт у нас четко умещался, как положено. Прежде всего нас, конечно, сейчас будет интересовать ажурная кайма, потому что низ изделия и низ рукава у нас будет использоваться вот эта кайма ажурная. И, как вы помните, раппорт у нас 12 петель составляет, да? Плюс 4 петли и 9 петель у нас будет использоваться. Это крайний раппорт будет делиться пополам. Ну, не пополам, а вот так вот. В такой пропорции 4-9 петель. То есть 12 петель плюс 1 петля для симметрии будет у нас с вами фигурировать в нашем изделии при расчетах. Итак, начинаем с того, что нашу спинку умножаем на плотность. То есть ширина спинки умножаем на нашу плотность по горизонтали, чтобы определить, сколько петелек же нам надо набрать по спинке. Вот у нас первый размерчик
42-44 ширина будет 47 сантиметров. 47 я умножаю на 1,9 нашу плотность и получим 89 петель. Запишем 89. Так, второй размер 46-48. Ширина спинки составляет 52 сантиметра. Умножаем на плотность 1,9, получаем 99 петель. Округляем, да? Запишем 99 петель. И третий размер 52-54 у нас будет с вами 59 сантиметров ширина спинки. Умножаем на 1,9 плотность, получаем 112 петель. Запишем черновой вариант. Число должно быть нечетное, сами понимаете, у нас с вами плюс 1 петля для симметрии, и, соответственно, нечетное количество петель должно быть 111, скорее всего, у нас будет. Если считаете, что у вас размер больше на 54, прибавьте. Лучше сделайте 113 петель, я вам расскажу, как распределить петли. Теперь обращаемся к нашему раппорту. Я всегда вот так схематично рисую наш наборный ряд, да? И смотрите, делим вот эти числа, которые мы с вами получили, по низу набирать будем, да? Делим на наше число раппортов 12 петель. То есть 89 мы поделим на 12. У нас с вами будет получаться 7 целых раппортов. 7 целых раппортов. И я вам сейчас рисую, как это будет схематично выглядеть. Значит, одна кромочная справа и слева. И делим с вами. Смотрите, первые, так и будем вязать. Первые 4 петли у нас с вами идут по схеме перед раппортом. Затем у нас с вами идут 6 целых раппортов. 6 целых раппортов, как мы вязали образец. 1, 2, 3, 4, 5, 6 целых раппортов по 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 пересчитал. И завершается все это как по схеме, девочки. 7-й раппорт у нас разделился, да? Завершается это все 9 петельками по схеме. Вот такой расклад у нас получился. Всего это будет составлять 89 петель. То есть, смотрите, 7 петель на 12, 7 раппортов на 12 это 84 петли плюс 1 петля для симметрии. То есть узор чисто вяжем на 85 петельках, как вот здесь на 85 петельках, да? Кромочная справа, кромочная слева. То есть это 85 плюс 2, 87. И не хватает 2 петли. И я вам сейчас расскажу. Я считаю, что ничего страшного не будет, если мы с вами по одной петле лицевой справа сделаем и по одной петле лицевой слева сделаем, добавим. Вот таким образом это не будет сильно заметно, но это прибавит нам ширину недостающую, да? Не 87, а 89 петель должно быть. Аналогичным образом советую вам поступить с размером вот этим промежуточным 50-52, который я не стала рассчитывать, да? Значит, 46-48 размер, 99 петель. 99 петель поделим с вами на 12 петель число раппортов, это 8 целых раппортов, да? Рисуем также схематично с вами наборный ряд. И также распределяем 1 кромочная и 8 раппортов. То есть 4 петли у нас идет по схеме. Затем идут 7 целых раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по 12 петель. 7 раппортов по 12 петель целиком идут, вяжутся по схеме. И завершается это все 9 петельками по схеме. Да? Это наш 8-й разделенный раппорт. И 1 кромочная. Итого у нас с вами получилось 99 петель. Все, здесь четко число раппортов и все четко получилось попетельно. Дальше у нас идет с вами размер 52-54, 111 петель. Также мы с вами 111 петель. Давайте распределять на 12 петель число раппортов. 9 раппортов у нас целых. Таким же образом я рисую вам наборный ряд.
1 кромочная, 4 петли по схеме перед раппортом, да, 8 раппортов целых посередине идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по 12 петель. И завершает это все наш 9-й раппорт, вернее его половинка, 9 петель. Ну и соответственно кромочная. Так, и считаем. Смотрите. Почему 111 петель? Почему? Так, смотрите. Значит, 9 раппортов на 12. Это будет 108 петель. Согласны? Да. Плюс 1 петля для симметрии. Согласны? 109. Да. И плюс 2 кромочные. Согласны? 111 петель всего. Если вам этого недостаточно, то есть если вы больше к 54 размеру, да, и хотите немного увеличить, сделайте, как я сделала по аналогии для маленького размера. Добавьте лицевые петельки справа и слева симметрично. Сколько вам нужно? Сколько вам нужно, да? Но я буду вот конкретно по выкройке, по нашему раскладу 111 петель вот у меня. Буду такое описание составлять под видео. Следующий наш момент – рукав. Значит, по рукаву. Сколько тут также надо набрать по низу и как распределить. Но здесь я уже вот распределила сразу 39 петель. То есть у меня, я прям устно считала, девочки, 3 я умножила на 12, у меня получилось 36 петель. 3 раппорта я имею в виду по 12. Я прибавила 1 петлю для симметрии и прибавила 2 кромочные. У меня получилось 39 петель. Начинается наша кайма. Так, началась, мы связали, сколько там надо раппортов, да, и перешли на лицевую гладь. И сейчас я буду вам, наверное, по скосу чуть позже. Давайте по плечам пройдемся, по вырезу горловины и по пройме. Возвращаемся к спинке. Смотрите, у нас глубина проймы 5 сантиметров. 5 сантиметров я умножаю на плотность 1,9 и получаю, девочки, 9,5. Я решила сделать 10 петель, то есть в большую сторону округлила, поскольку у нас там большие размеры. И, в общем-то, так вот. Если у вас маленький размерчик, можете 9 петель сделать. Маленького размерчика. Так. 10 петель пройма, глубина. Дальше. Следующий момент. Вырез горловины. С 9,5 половинчатый размер, то есть это 19 сантиметров, умножаем на плотность 1,9, это будет 36 петель. Не получится, нельзя. Надо, чтобы было нечетное число, поскольку у нас с вами везде участвует 89, 99, да, 111. Поэтому я сделала 35 петель. Тем более у нас там планка будет очень смешная, вырез горловины обвязываться. Всего 2 ряда, резиночка 1 на 1. Поэтому я думаю, что если мы с вами сделаем не 36, а 35 петелек, вырез горловины не сыграет существенной роли. Так, и для 3-го размера, то есть 2 размера по 35 петель будет вырез горловины, и для 3-го размера большого 39 петель. Я также тут вот это число умножила на 2 половинчатый размер, умножила на плотность 1,9. И вот у меня получилось 40, но я в сторону 39 петель остановилась. Теперь, что касается плеча. Плечики мы будем с вами считать методом вычислений. Можно, конечно, по плотности вот эти цифры умножать, но я обычно более точно делаю вот таким образом. Смотрите, первое плечо у нас будет считаться на маленький размер. 89 петель наших наборных, да, 89. Я сразу отнимаю вырез горловины 35 петель и пройму нашу. 2 проймы по 10 петель, это 20 петель, да? Получилось 34 петли. Всего на плечи приходится, но у нас с вами их 2. То есть мы делим на 2 плеча, получается каждое плечо по 17 петель. Второй размер 99, отнимем также 35 петель вырез горловины и также 20 петель пройма. Получается 44 петли плечи. У нас их 2, делим на 2. Получаем 22 петли на каждое плечо. И 3-й размер обсчитываем также 111 петель. Отнимаем вырез горловины 39 петель. Отнимаем
2 проймы 20 петель, получаем 52 петли, делим на 2, получаем на каждое плечо по 26 петель. Приходится, это был размер 52-54. Отлично. Так, теперь возвращаюсь к рукаву. Здесь мы также по горизонтали должны посчитать самую широкую часть рукава до оката. Да? Здесь у нас скос, мы делаем прибавки. И нам необходимо сделать расчет этого скоса. Но прежде всего мы должны определиться, сколько же у нас петель придется на самую широкую часть рукава. Для этого я также поступаю, как и здесь. Все вот эти мерки умножаю на плотность. То есть, смотрите, 17,5 петель на первый размер идет у нас. Это половинчатый размер, да? То есть 17,5 умножаем на 2 и умножаем на плотность 1,9. Получается, девочки, 66 петель, 66,5. Нам нужно, чтобы было нечетное число, повторяюсь, потому что по низу идет 39 петель. Значит, 67 петель я записала. Второй размер 19,5 умножаем на 2, половинчатый размер, и умножаем на плотность 1,9. Это будет 74 петли. Также должно быть нечетное число. Либо 73 вы делаете, чтобы поуже был рукав, либо 75. Я написала 75. Дальше, третий размер 20,5 на 2 и на плотность 1,9. Это будет 78 петель. Я умножила, я сделала 79, можно 77 оставить. Так, и теперь считаем скос. Для того, чтобы посчитать скос, нам необходимо с вами определить, сколько рядов будет составлять наш рукав. То есть высота скоса, скажем так. Вот эта величина до оката. От низа изделия, резинки у нас здесь никакой не будет, у нас кайма, да? От низа изделия до оката по выкройке 47 сантиметров. Свой размер обязательно ставьте, свою мерку, потому что у нас рост разный у всех, да, и, конечно же, длина рукава будет, соответственно, у каждого индивидуальная. Поэтому, девочки, обязательно обращайте на это внимание. Я вам рассказываю как учебный материал для примера. 47 сантиметров умножаем на плотность по вертикали. Вот мы ее высчитывали. У меня в 1 сантиметре получилось 2 ряда. Да? 47 умножить на 2, это будет 94 ряда. 94 ряда. И мы 94 ряда с вами сейчас будем делить на петельки, которые необходимо будет нам прибавлять по каждому скосу. И вот так я это считаю. Смотрите, из большего числа, то есть там, где у нас самая широкая часть рукава, я вычитаю самую низкую часть рукава, да, самую узкую, то есть 67 отнимаю 39 петель по низу рукава, получается 28. Надо всего прибавить петель. У нас с вами 2 скоса, мы будем прибавлять одновременно, равномерно, то есть 28 поделим на 2, по 14 петель справа и слева будем по одной петле прибавлять. И чтобы сделать это на равном расстоянии, то есть через равное количество рядов, 14 петель, мы сейчас с вами общую высоту скоса 94 ряда мы посчитали, помните, да? Поделим на 14 петель. Получаем, о Господи, 94 поделим на 14, получим с вами вот такое число. Ни 6, ни 7, да? Поэтому в таких случаях рекомендуется чередовать, девочки. То есть мы делать будем прибавки в каждом 6-м ряду, а следующая прибавка в каждом 7-м ряду. И так до самого верха прибавочки будем делать. Так, чтобы у нас в итоге здесь уже в самой широкой части получилось 67 рядов. Ой, 67 петель. И высота, не забываем, 94 ряда идет от низа рукава. Так, с этим мы все поняли, да? Второй размер у нас таким же образом мы вычисление делаем. 75 петель по верху, отнимаем 39 петель по низу, получаем с вами 36 петель, делим на 2. По скосу, на каждый скос будет приходиться 18 петель.
И как их распределить равномерно? Также 94 ряда делим на 18 петель. И, значит, мы будем здесь вот четко в каждом пятом ряду делаем прибавку. Отлично. И на третий размер аналогично. 75 отнимем 39 по низу, получаем 36 и делим это на 2 скоса. То есть по 8... Еще раз, не тот число взяла. 79 отнимаем 39, получаем 40 и делим на 2. Это будет 20 петель. Справа и слева будем прибавлять, да? И 94 ряда поделим на 20 петель, получим. Здесь также будем чередовать в каждом четвертом ряду прибавка и следующая прибавка в каждом пятом и в пятом ряду. И так чередуем. Четвертый, пятый, четвертый, пятый. Так, с этим понятно. Теперь, что касается вертикальной плотности, о которой я сейчас стала уже очень часто говорить, потому что жалобы идут, что изделие тянется, после стирки вытягивается и становится очень длинным. Чтобы этого избежать, девочки, мы с вами как раз вот эту плотность, помните, как мы ее тянули, этот образец, чтобы как бы избежать вот этой грубой ошибки, изделие, чтобы наш после стирки выглядело таким, как мы его задумали, да? И вот для этого мы с вами считали эту вертикальную плотность. В 1 сантиметре у нас получилось 2 ряда. Возможно, у вас будет другая пряжа, другие спицы, другая плотность. Но вы для примера делайте, как я. Смотрите, вот у нас идет низ изделия и пройма. И стоят размеры 41, 39, 38. Ну, это на разные наши размеры, да? Первый размер на маленький, вот 41. Опять-таки говорю вам, длина тоже будет разная у нас у всех. Свои индивидуальные мерки обязательно ставьте. Потому что мы с вами разного роста все, да? Обязательно вот эти вот циферки откорректируйте. Их же не так много, да, по выкройке. Это же несложно сделать. Третий размер также 38 умножаем на 2. Получаем с вами 76 рядов. Аналогично общая длина у нас изделия считается. Если она 59 сантиметров, вот у меня здесь в натуре получилось, 59 я умножаю на 2, плотность получаю, плечо будем закрывать на высоте 118 рядов. Обязательно мерите рядами, девочки, обязательно. Ну и все, мои хорошие, на этом вот я мастер-класс свой завершаю. Описание, все, которое мы с вами сейчас проговорили, будет выложено под видео для вашего удобства. Я желаю вам удачи и до новых встреч!